Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео о продуктовых пустых баночках. Я сейчас просто пойду в магазин и сразу хочу, хоть у нас дома мусоропровод есть, ну в смысле в подъезде, но у меня скопились косметические, продуктовые пустышки, поэтому я хочу сейчас все отснять и уже вынести просто на мусорку. Так что давайте приступим. Начну я вот с такого соевого соуса от марки «Каждый день». Соус классический, 1 литр. Там есть еще, знаете, по-моему, по 10 миллилитров сашетки. Я как-то купила, попробовала, и в целом он оказался вполне себе хороший. Что касается состава, то состав, вы знаете, вот если сравнивать с другим соусом, каким-нибудь там подороже, не знаю, или еще что-то, в принципе, если не брать что-то очень-очень дорогое, а вот, ну, все равно стандартное, знаете, то, в принципе, вот вода, соевые бобы, сахар, не знаю, там, соль, ну и так далее, вы видите. Короче, в принципе, все везде одинаковое, поэтому изначально я брала другой соус, а этот обходила мимо. Но как-то решила сравнить, состав одинаковый, взяла маленькую сашетку, что удобно, попробовала, оказалось вкусно, хорошо и стала брать. Стоил он 89 рублей, сейчас уже 94, что ли, но как бы здесь 1 литр, это нормально, мне хватает надолго. Я стараюсь ничего не солить, а здесь как бы всего достаточно и понемногу хватает, ну, как правило, хватает месяца на 1,5, на 2. Вот. Также у меня от марки, красная цена из 5, закончилось масло подсолнечное в объеме 900 миллилитров, короче говоря. Да, баночка не очень чистая, потому что, в общем-то, масло у меня было давно. Так как вы знаете, я ничего не жарю. Даже когда я делаю блины, оладьи и тому подобное, я без капли масла. Вот, например, недавно я делала оладьи по рецепту с канала Рукоделочная. Лена, привет, если смотришь. И, в общем, Лена мне дала рецепт, мне очень понравилось. И я на сковородку даже вообще, у меня она самая такая блинная, дешевая, то ли, да из Ашана, в общем-то, копеечная сковородка какая-то. И я вообще не смазывала, может быть, тонюсеньким слоем, просто первый раз, пока она нагревалась, и все. И масло не использую. Я ничего, там, когда тушу что-то, я только воду использую. И поэтому, в принципе, масло у меня идет только когда нужно в тесто добавить, что-то такое. Поэтому мне надолго хватает. Что у меня эта упаковка, наверное, с полгода стояла, если не больше. Просто пеку я много, и, как вы знаете, я просто это все замораживаю. Дальше лапша Доктор Натуре из магазина Fix Price, но продается это и в других магазинах подороже. Хорошая лапша, иногда по чуть-чуть ее готовлю. Мне нравится, могу посоветовать. Беру уже не первый раз, она у меня не закончилась, я ее просто в банку положила, такую длинную, которая вот для этих целей. Следующее, что хочу показать, я уже показывала во влогах, вот от такой марки Цикорий. Цикорий с экстрактом облепихи растворимый. Категорически не советую брать. Вообще довольно спорная марка, в принципе. У них представлено с облепихой, с медом, сливочный и просто цикорий. Может быть, еще какой-то есть. Но с медом я не захотела. Посмотрела на сливочный, там адский состав. Естественно, зачем мне брать цикорий, который полезный, натуральный, зачем мне нужно с этой гадостью брать, правда? У нас и так продуктов, и так достаточно тех, в которых адский состав. Поэтому, соответственно, где можно взять что-то с нормальным составом, соответственно. Посмотрела с экстрактом облепихи. Оказалось хорошо. Состав в данном случае вроде как нормальный. Так, сейчас скажу. Решила еще раз на всякий случай, знаете, всяко бывает. Так, что-то я... Так, и где состав? Состав: экстракт цикория, экстракт облепихи. Изготовитель Слав Кофе, Москва, Щербинка. Думаю, ладно, состав хороший, взяла. Открыла, завариваю. И вот когда вы заливаете
горячей водой вот этот напиток, запах рыбы, какой-то селедки. Потом он быстро выветривается, ну и далее вкус какой-то такой мягкий, нейтральный. Но вы знаете, это очень неприятный запах, вот этот вот первый. Я подумала, может, мне померещилось. Дала понюхать своей ученице, она сказала, да, говорит, запах неприятный. Поэтому я не советую брать этот цикорий и, в принципе, обходите стороной и с другими экстрактами, потому что где-то может быть просто плохой состав, там модифицированный или еще что-то. Всегда можно купить что-то с более лучшим составом. Обычно вроде бы он рублей 60 стоит, я брала в Ашане на акции то ли за 38, ну как-то так. Следующее, что хочу показать, это не пустая баночка, как вы видите, и я не выбрасываю, потому что даже этот цикорий я допила. Но раз уж такая тема, я хочу для сравнения показать этот цикорий. Этот цикорий от марки «Каждый день». Я его решила взять на пробу, он стоит 35 рублей. Стоил, кстати, 41 рубль сначала. Но это была не акция, я не знаю, у них они на свои товары иногда делают снижение цен, потом снова повышают, снова снижают. Дело в том, что марка «Каждый день», красная цена и так далее. Есть продукты хорошие, есть продукты плохие, бывает состав хороший, бывает нехороший. И вообще все зависит от партии. То есть, например, даже я не удивлюсь, если когда-нибудь и соевый соус, я говорю, хороший, а потом может быть плохой. Потому что на самом деле магазины заключают договор с какой-то там, ну, допустим, ну, с заводом там или, ну, в зависимости от того, да, ну, с производителем с каким-то. Насколько мне говорили люди, которые с этим работают. И иногда это бывает очень популярные производители, например, Pasta Collection из Fix Price, это, по крайней мере, раньше точно были шебекинские вот эти макароны. А, например, одна из моих учениц, которая долгое время жила в Италии, она сказала, что шебекинские макароны это один в один, как вот любые там итальянские, которые итальянцы едят, грубо говоря, каждый день. Ну так вот, а бывает заключают договор с какой-нибудь не очень хорошей маркой. Это то же самое красная цена, сливочное масло. Иногда масло один в один, как, я не знаю, там Экомилк, а иногда есть нельзя. Ну так вот, вернемся к цикорию. Я решила, думаю, ну да, я возьму, попробую. И я категорически не советую этот цикорий так же, как этот. Что с ним не так? Здесь совсем другие проблемы. Я открыла, и, знаете, запах был такой, ну вот, как, например, кофе, если, знаете, такие жареные зернышки, ну, понятно, что они жареные. Но первый еще момент, вот когда я только открыла упаковку, были, знаете, запах не пережаренных зерен, но довольно хорошо пожаренных. Сейчас это все как бы подвыветрилось, но дело не в этом. Я взяла, как всегда, одну и ту же порцию, как правило, там, ну, грамма 3-4 вот так, на стандартную чашку, точнее, на небольшую чашку. У меня было ощущение, что это не цикорий, что это кофе, хотя кофе я люблю, но я пью только определенный вид. И это был какой-то горький, пережаренный кофе, пережженный, очень неприятный. Но я подумала, может быть, просто крепко. Ну, хотя я уже понимала, что это дело дрянь. Перелила в большую чашку, разбавила водой, все равно вкус неприятный. Я это, конечно же, допью, выбрасывать не буду, но я не советую. Все-таки, вот я помню, я раньше брала Fix Price, еще где-то, более хорошее качество. Короче говоря, запомните вот это и вот это. Не надо брать, потому что, ну, как бы никакого удовольствия. Так, это я сразу в сторону отставляю, потому что как бы вот. Далее, от Красного Октября какао-порошок «Золотой ярлык». Ну, в общем, почему я его взяла? Потому что он был на акции и дешевле, чем мой любимый какао-порошок от Ашан с птичкой. Дело в том, что Ашан с птичкой, который тоже нужно типа варить, он по качеству, по вкусу гораздо лучше. Вот. И сейчас он у меня есть, но поскольку, сами понимаете, цены растут, а этот какао-порошок тоже хорошего качества в целом, раз он был дешевле, чего бы не сэкономить. Вот.
Нормально, я не варю. Я разбавляю кипятком, иногда добавляю молоко. Иногда, но без сахара, без всего. И я знаю, что вот Ирина Фоюлия тоже рассказывала, что она точно так же делает. Вот, так что варить не обязательно, зато здесь действительно хороший качественный продукт. Я могу посоветовать как этот, так и Ашан с птичкой. И то, и другое достойного качества. Вот. И знаете, когда я слышу, что мне говорят, вот, я так люблю какао, но это же так калорийно. Вы состав смотрели? Калорийность 350 калорий на 100 грамм. Нужно добавить, ну, в принципе, 1-2 чайные ложечки. Я добавляю 1 чайную ложечку на стандартную чашку. Это в зависимости, знаете, от 2 до 5 грамм, в зависимости от того, с горбом вы положите или нет. Соответственно, сами считайте калорийность. И если вы разбавите горячей водой, поверьте, это будет не менее вкусно. Кстати, какао не растворяется полностью, поэтому хоть вы его будете варить, хоть так, он не растворится полностью. А напиток будет вкусный и ароматный. Если добавить молоко, калорийность, конечно, увеличится, но можно добавить, знаете, из-под коровы молоко с адской жирностью, а можно взять 1,5%, кстати, от марки «Каждый день» и от марки «Красная цена» молоко прекрасного качества, и по факту его особо не отличишь от 3,2. Это я точно могу вам сказать. И не обязательно наливать молоко полностью. Можно я, например, если пью с молоком, большая часть у меня вода и немножко обезжиренного молока. Напиток, поверьте, ничем не хуже. И если вы его сделаете без сахара, напиток, опять же, повторюсь, будет просто шикарный. Если вы немножко добавите, вот здесь вот есть ваниль. В Ашан с птичкой ничего этого нет, но вы можете добавить как ванили, так и корицы. Короче, очень классно. И не нужно себе отказывать в удовольствии. Если вы не пьете какао с утра до ночи, ограничиваетесь 1 чашечкой и будете пить это без сахара, поверьте, можно баловать себя каждый день. От марки «Красная цена» сгущенка с сахаром, без заменителей молочного жира, 1%. Я брала в Ашане, брала в Пятерочке, мне, в принципе, и то, и другое нравится. Ну, я сейчас, по-моему, в Ашане даже лучше, но это вот подешевле. А так, ну, сыворотка молочная, концентрированная, сахар белый, сахароза, цельное молоко, сахар молочный, пищевой, лактоза. Все. 270 калорий на 100 грамм. Я этим не злоупотребляю. Я вот иногда, я испекла оладьи, заморозила. 1-2 могу съесть, но и то не каждый день. Иногда без, иногда вот хочется сгущенки с сахаром, собственно говоря. Вот и все. Далее. Фикс прайс брала мои любимые доктор Кернер Трезлака, вот такие вот. Хорошая цена, приятная на вкус, почему бы нет. 1 хлебец 29 калорий. Корица от марки Лента. Ну, вы знаете, вся корица, конечно, отличается. Доктор Откер гораздо лучше, но в целом она как бы более насыщенная, более приятная. У этой немножко отличается. Я просто думаю, знаете, есть как бы вот кассия, ну, как бы даже одно время говорили, что это опасный вид, но я, честно, сразу не верила, потому что, ну не будут что-то реально опасное выпускать, тем более, если тогда бы понимать, что абсолютно вся это была бы кассия, и люди ее постоянно покупают, ну, знаете, как бы, вы понимаете, да? А я почитала, кассия это не то, чтобы какой-то опасный вид, это вроде просто какой-то другой вид и все. Вот. Но они, видимо, отличаются, потому что даже на iHerb, кто заказывает корицу, говорит, что это небо и земля, да. Вот от Ленты пользоваться можно, и при случае буду брать, как бы, ну, если что. Но, например, доктор Откер лучше. Базилик, вот я рассказывала во влогах, кто смотрит, знает, что базилик сейчас почему-то в Ашане испортился. Я не могу сейчас сравнить с прежним, но вернее, если только пересмотреть старые пустышки,
упаковка, мне кажется, возможно, чуть-чуть поменялась. Может быть, а может быть и нет. Что меня здесь напрягает? Немножко не такой запах. Более крупные какие-то вот эти вот частички. И горчит, понимаете? Вот. Так что будьте аккуратны. Это как раз тот случай, когда долгие годы все было хорошо, а потом стало не очень. Глазурь цитрусовая, марка «Печем дома». Хорошая глазурь, быстро разводится, приятная на вкус, хорошо застывает, никаких нареканий нет. При этом именно что пока вы ее наносите, да, как бы она нормально, легко разносится, все такое. А потом легко, быстро застывает уже, то есть с ней легко работать, могу посоветовать. И где-то у меня здесь, наверное, будет другая глазурь. Я попробую ее найти, я тоже показывала в ходе влогов. Извините, что буду шуршать. Да, вот она глазурь от марки Preston. Вот эту глазурь я не советую. Категорически не советую, потому что, во-первых, эта глазурь имеет какой-то непонятный цвет. Нет, ну как, написано ваниль. Все, что содержит ваниль, даже, знаете, по отдушкам для мыла я знаю, что даже существует еще дополнительная добавка для мыла, которая не замутняет, не делает желтый или какой-то темный мыльную основу, потому что ваниль имеет такое свойство. Поэтому, скорее всего, в связи с этим она была какая-то, знаете, желтоватая, что ли. Когда я покупала, я видела белое. Ну, короче. И она очень быстро застывает, она очень густая. С ней не очень приятно работать, и, повторюсь, не очень приятный цвет. Вкусу претензий нет, но я не советую вам, честно говоря. Вот. И если из более-менее по вменяемой цене, лучше, конечно, «Печем дома» брать. Потому что это тоже дешевенькое, но, короче, вот это лучше. Дальше. Что еще? Давайте пройдемся сразу по муке. Вот такая мука от марки «Красная цена», она хорошая, с ней получается вся выпечка, как пироги, блины, не знаю, там всякие печеньки типа сабле, имбирное печенье. Я пеку очень много, разнообразно, и я могу сказать, что эта мука хорошая. Опять же, на данный момент, вот какой здесь производитель указан: Русские Мельницы, Рязань, вот Рязанская область. Улица Чкалова. В данном случае никаких претензий нет. Ну вот, например, я очень люблю канал Ирины Лайф, а у нее, например, ей эта мука не очень понравилась, понимаете? Не знаю, может быть какой-то другой производитель, может быть еще что-то. Но я очень много пеку и могу с уверенностью сказать, что вот эта мука отличная. Также мне безумно нравилась мука по той же самой цене в красной упаковке с белым горохом. Теперь мука от марки «Каждый день», вот эта пшеничная. Я раньше брала, мне она категорически не понравилась. Прошло время, взяла, думаю, 1 килограмм, потому что, ну, как бы она стоила в половину дешевле, чем эта за 2 килограмма. Ну, то есть цена одинаковая. Значит, сейчас. Так, давайте посмотрим. Вот это вот по ГОСТу сделана мука, как видите. Вот это мука ТУ. Но при этом, смотрите, что интересно, что самое интересное, изготовитель один и тот же. Русские Мельницы. Рязанская область, Чкалова. Но разница, то есть, понимаете, для пятерочки и для Ашана делает один и тот же производитель. Но вот здесь вот ГОСТ, я этого не замечала, не читала, это я сейчас обнаружила. Здесь ГОСТ и здесь качество хорошее, здесь качество чуть хуже. Я не говорю, что не берите, я в принципе ничего критичного там не было, все получилось, никакой запор этой выпечки не приключилось.
Но вот по каким-то моим таким внутренним ощущениям, вот та мука лучше. Ну, потому что я люблю работать с тестом, я его чувствую, поэтому я могу сказать, что та мука лучше, но эту муку, в принципе, тоже можно брать. А вот сейчас я вам покажу другую муку. Она у меня не закончилась, но уже чуть-чуть, и у меня есть еще одна. Вот такая вот мука, пшеничная некрасовская. По цене то же самое, что это. Брала в пятерочке. Эта мука тоже ГОСТовская. Давайте посмотрим производителя. Так, производитель. Так. Skyfood, Московская область, Дмитровский округ. Вот. А второй Ступино. Который из них я не знаю, потому что, ну, короче, я не буду смотреть. Что могу сказать? Отвратительная мука. Конечно, я не могу сказать, что я что-то испортила. Нет, но первый раз у меня пряники не задались. Но там я, правда, справедливости ради, должна сказать, что я сама накосячила. В пряниках рецепт беспроигрышный и всегда получался. Я отвлеклась и сильно замесила тесто. А тесто с пряниками нельзя вымешивать тщательно. Но в целом все, что я пекла и пеку, тоже получается, но мука тяжеловата. Хотя, например, вот эта мука тоже, она не самая белая, но, короче, вот по возможности эту муку избегайте, я тоже буду по возможности, но я ее купила, знаете, в тот момент, когда все сметали с полок. У меня были вот эти запасы, ну, вот этой муки, но я купила на пробу, думаю, вот это вот, и купила, думаю, ну, на всякий случай, потому что я понимала, что эта ситуация наладится, а без муки, если что, я проживу и при своих запасах. То есть, но я решила взять пару упаковок. Ну, вот это как бы такое мое мнение, но... В общем, мнение человека, который реально много печет, то есть это не просто я раз там испекла блины или вообще впервые в жизни что-то сделала. Дальше томатная паста от марки «Каждый день», вы знаете, я ее всегда хвалю, всегда покупаю. Не советую покупать в банках, потому что по вкусу она хорошая, но состав плохой. Рекомендую либо вот эту, либо в маленьких пакетиках. Здесь состав хороший, вот, и исключительно хорошая паста. Вот, например, моя подружка, у нее 2 детей, она попросила, ну, по-моему, я ей сказала, что она шикарная, эта паста, она попросила купить и теперь всегда просит, потому что она говорит, что действительно я права, томатная паста одна из лучших. Она, в принципе, ну, как бы берет хорошие продукты, она сказала, что более дорогая паста, она просто вот выпаривается, еще что-то, а это просто восхитительно. Вот, поэтому советую, проверено годами. Давно покупала посыпку, еще года, ну, давно, короче. Вот такая кондитерская посыпка, это «Русский аппетит», марка. Хорошая посыпка, вот я ее доиспользовала, у меня еще в Питере, по-моему, такая лежит, доиспользовала, когда делала типа ПП-куличики. Вот. Кстати говоря, я хочу поблагодарить вас всех за просмотр. У меня просто много пустышек. Я сейчас еще сниму одно видео. Я вас всех хочу поблагодарить за ваши просмотры, за подписки. И особенно я хочу поблагодарить тех, кто смотрит через VPN. Особенно, если вы выбираете Америку. Потому что, ну, реально для нас это большое подспорье. Вам не сложно. Конечно, потратить несколько минут там на вот эти паузы, я понимаю, это вроде бы много, но с другой стороны это для нас сейчас огромное подспорье, как вы понимаете, потому что, ну да, вот такая ситуация сложилась у нас на нашем русскоязычном ютубе, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы все-таки посмотрите хотя бы, вот, знаете, ну хотя бы 1-2 паузы посмотрите по-человечески. Вот. Также я хочу сказать, что у меня есть группа ВКонтакте, да, я никогда не скрывала, что это для меня как хобби, так и небольшой заработок, поверьте, небольшой, это мой, конечно, не основной доход,
но тем не менее. И у меня в группе ВКонтакте есть кнопочка, ну типа, короче, где можно типа послать донат. Если вдруг кто-то хочет что-то перевести на развитие канала, я тоже буду вам очень благодарна. Естественно, все это по желанию. Я для вас как снимала, так и снимаю. Даже когда все вот это про YouTube объявили, я не перестала снимать. У меня видео выходит каждый день. Это действительно не только работа, но и любимое хобби. Но, тем не менее, если будет желание, потому что я знаю, иногда мне многие говорят, что вот мне, допустим, у меня ученица моя, она мне сказала, говорит, вот мне, например, рекламу смотреть не очень прикольно, говорит, а если я смотрю канал, мне проще, ну, как бы посильно чего-то перевести. В общем, я желаю вам здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Пока-пока.